Привет, армия! Давайте перейдем к сегодняшним захватывающим новостям. Некоторые скажут, что это не более чем естественная эволюция артиста, который вышел за рамки коллективной идентичности. Другие будут настаивать, что это первое предательство в истории, в которой никогда не должно было быть злодея. Но независимо от того, в какую версию вы поверите, простая истина остается: BTS после этого уже никогда не будут прежними. Миф о неразлучности был разрушен, и никакое количество оптимистичных хэштегов не сможет полностью склеить его. А что случилось с другими участниками в часы после заявления Тэхёна и извинений Чингука? Никто не выступил публично. RM, известный своим красноречием, хранил молчание. Чимин, чья чувствительность всегда была якорем группы, ничего не опубликовал. Шуга, Джин и Джей Хоуп не делали заявлений. Нет никаких намеков на то, о чем они думают за закрытыми дверями. Было ли это скоординированным решением дать пыли улечься, или шокирующий паралич семьи, вынужденный столкнуться с правдой, которую они так старались избежать? Есть что-то почти невыносимо острое в осознании того, что 7 молодых людей, которые когда-то разделяли одну мечту, теперь являются 7 личностями, борющимися с последствиями своих собственных амбиций. Как бы тщательно они ни представляли единый фронт, мир теперь увидел, что они не застрахованы от тех же сил, которые разрывают другие группы. Амбиции, истощение, неутолимая жажда быть увиденными, как они сами, а не просто как часть чего-то большего. Но даже в этот момент разлома есть странная, упрямая надежда, мерцающая под грустью. Если Тэхён сможет выстоять в одиночку и все еще заявлять о своей любви к группе, если Чингук сможет склонить голову и извиниться за боль, которую он не причинил, может быть, есть выход из этого беспорядка. Путь, который заканчивается не распадом, а трансформацией. Может быть, настоящее предательство – это притворяться, что перемены не неизбежны, что любовь и преданность должны выглядеть одинаково вечно, чтобы быть настоящими. Так что спросите себя еще раз, действительно ли Тэ предает BTS? Или он просто чтит ту часть себя, которая должна высказаться, неважно какой ценой? Это конец истории. Или момент, когда все становится более реальным, более человечным, более интересным, чем когда-либо. Оставайтесь с нами, потому что влияние этого объявления только начинается. И неважно, как много вы думаете, что знаете о BTS, о славе, о том, что значит быть частью этого момента, одно можно сказать наверняка: все еще есть секреты, которые ждут, чтобы их раскрыли. Эта история далека от завершения. В бессонные часы после прямой трансляции миллионы фанатов обнаружили, что прочесывают каждый уголок интернета в поисках ясности. Но чем больше они искали, тем больше вопросов множилось, как тени в темной комнате. Почему тон Тэхёна был таким окончательным? Почему Чингук выглядел так, будто не спал всю ночь, репетируя слова, которые отказывались выходить, не разбивая его вдребезги? И, возможно, самый тревожный вопрос из всех: если все это было связано с творческим поиском, почему казалось, что что-то тихо распутывается за кулисами? Несмотря на все их размеренные заявления, именно молчание остальных участников, казалось, кричало громче всего. Поклонники завалили последний пост RM в Инстаграм шквалом вопросов и пожеланий. «Пожалуйста, дайте нам знать, что с вами все в порядке. Скажи что-нибудь, Намджун, мы так напуганы». Но ответа не было. Никакого поспешного обновления Уиверс. Никакого успокаивающего видео. Только цифровое эхо пустоты, которую не могли заполнить никакие домыслы. Те, кто следил за BTS с самых первых дней, понимают всю серьезность этого молчания. Это группа, которая создала себе имя, делясь всем, каждым триумфом, каждой неудачей, каждым сомнением. Увидеть их сейчас, каждого в одиночестве в своем горе или размышлениях, значит столкнуться с реальностью того, что некоторые истории невозможно рассказать вместе. В некоторые моменты требуется разлука, прежде чем может начаться примирение. И все же, по мере того, как часы тянутся во второй день, возникает новый слой интриги. Некоторые известные репортеры индустрии начинают намекать, что сольное стремление Тэхёна было не спонтанным решением, а результатом переговоров, которые тихо велись в течение нескольких месяцев.
Один источник утверждает, что представители Тэхёна вели переговоры с международными дистрибьюторами о многолетней сделке, которая позволила бы ему выпускать совместные работы в области искусства, музыки, возможно, даже модной линии, все под его собственным творческим контролем. Если это правда, это означает, что, хотя мир увидел тихое объявление, реальная история может быть гораздо сложнее. Было ли заявление Тэхёна личной вехой? Или кульминацией битвы за автономию, которая, наконец, достигла своей критической точки? И если другие участники знали, почему они не подготовили фанатов более мягко? Или некоторые из них узнали весь масштаб этого только тогда, когда он впервые сказал это вслух? Чувство предательства у некоторых фанатов было мгновенным и глубоким. В течение нескольких часов в Twitter и Уиверс циркулировали эмоциональные сообщения. «Я доверял тебе, чтобы ты был честен с нами. Я любил тебя, потому что ты обещал, что мы никогда не останемся позади. Я больше не знаю, как любить это». Слова собрали десятки тысяч лайков и ответов от других, поделившихся своим горем. Другие бросились на его защиту, никто не должен быть вынужден жертвовать личностным ростом во имя сохранения иллюзии. «Я любил тебя 10 лет», написал популярный аккаунт, и она заслуживает того, чтобы найти свой собственный путь. Но даже эти голосы несли оттенок грусти. Потому что если есть одна правда, которую никто не может отрицать, этот момент ощущается как закрывающаяся дверь, глава заканчивается так, как никто не был готов. Видео с извинениями Чингука крутилось на повторе. Поклонники анализировали каждый кадр, как будто правда могла быть скрыта в углу его плеча или в том, как он смотрел в пол, когда говорил. Некоторые зациклились на одной фразе, которую он повторил дважды: «Это не должно было произойти так». Что он имел в виду? Что объявление прозвучало слишком рано? Что он надеялся, что группа сможет выступить единым фронтом? Или что-то во времени и подаче застало его врасплох? В отсутствие ответов предположения распространились как лесной пожар. Некоторые считают, что в дни, предшествовавшие объявлению, были жаркие споры, возможно, ультиматум. Другие считают, что решение было обоюдным с самого начала, но лейбл давил на них, чтобы они представили это как личный проект, а не как первый шаг к чему-то более постоянному. Какова бы ни была правда, последствия было невозможно игнорировать. Акции HYBE ненадолго упали на следующее утро после трансляции. Они восстановились только после тщательно сформулированного обновления для инвесторов, в котором обещалось, что текущая деятельность группы не будет затронута. Но даже эта уверенность казалась слабой, как нить, натянутая слишком тонко, чтобы выдержать коллективное беспокойство миллионов. Неужели немыслимое наконец произошло? Неужели Ким Тэхён, таинственная душа, известная миллионам как Ви, действительно переступил черту? Никто и представить себе не мог, что он осмелится поднять этот вопрос. Но в ту ночь весь мировой фандом стоял в дымке недоверия, любопытства и страха. Что на самом деле означало объявление о том, что Тэхён будет заниматься сольной работой вне BTS? И почему Чингук, обычно такой сдержанный, появился на камеру, чтобы принести извинения, которые были не столько похожи на обычный пиар, сколько на признание того, что что-то святое было нарушено?